рассекая просторы бесконечности и настолько преисполняясь в познании, как будто мы уже 100 триллионов миллиардов лет проживаем на триллионах и триллионах таких же проектов, как эти танки. Нам этот проект абсолютно понятен, и мы здесь ищем только одного – твоего просмотра. Ты не управляешь танком. Ты и есть танк. Ты всегда будешь со мной. И всегда будешь моим братом. Нихуя! В суете безумных исторических событий нами было принято решение затесаться в хронологию сегодняшнего нереалистичного бытия. В своем стиле поговорим о том, что стало с танками за время отсутствия Eternity, и проведем киберспортивную экспертизу. Мертво ли то, что не может умереть? Нужно нажраться. О танках. Танки до сих пор онлайн, но теперь магазин и казино. Когда-то давно, анонсируя ТО 2.0, разработчики отказались от идеи второй валюты. Потом разработчики отказались от идеи танков 2.0 и придумали танки X. Позже разработчики отказались от идеи танков X и ввели вторую валюту. И наконец получились танки онлайн 2.0, где 2 это количество валют, 0 цифра оставшегося онлайна. Мы еще помним, как альтернатива предлагала майнить кристаллы на компьютерах игроков. Сегодня размод мамонтов вышел на новый уровень. Самое время рассказать о нашем авторском бизнес-курсе «Танкоины». Просто стань богатым. Думай, как богатый. Все тонкости танковой биржи и грамотных инвестиций от опытных танкистов. Успех, бизнес, рост, хуйня. Просто будь богатым! Подробности на официальной странице ТО. Ставь крипту под видео, если тоже соскучился по временам, когда танкоин был по 60 рублей. Если последнее, что вы помните из танков, это оставленная в гараже хоре рельса с мануальной коробкой передач, войдя на аккаунт сегодня, вы рискуете обнаружить, приготовьтесь, Hopero HIMARS на автопилоте. Чего, блядь? Ein Projekt, ein Spieldesigner, ein Spieler. Ставь Иосифа под видео, если ты тоже не ожидал, что июньский ивент танки в городе приобретет такие масштабы. Начну со срочного сообщения МЧС. Спасите! Новые пушки и корпуса. Орех поймал баланс в танце геймдизайнера и получил аватарку миллиардера, филантропа и гения, ведь придумал Теслу. Также легендарная танковая башня Mortal Kombat пополнилась такими героями, как Скорпион и даже Саб-Зиро. Всем кораблям приготовиться к гиперпрыжку. Корпуса не стояли на месте и взлетели. Инсайды лучше смаковать по одному. Наши инсайдеры сообщают, что на Луну должны были отправиться разработки инженера-строителя Семена Стрижака Поехали. под кодовым названием Hopper-25. Но его альтер-эго Орех в самый последний момент изменил характеристики корпуса. И получилось, наверное, вы в курсе. Если авария подводной бочки Ocean Gate вас тоже шокировала своей абсурдностью, это был бета-тест нового иммерсивного управления с помощью геймпада. У нас есть прототип, он очень классный, прям очень классный, там прям так клево играть. Но, разумеется, просто в бою управлять танком это одна проблема, другая проблема это геймпадом управлять вообще всей игрой. Согласитесь, да, разные вещи. По нашим данным, следующий этап закрытого тестирования стартует уже совсем скоро, а билеты на борт будут разыграны среди игроков в следующем танкофонде. Но от концепции подводных танков мы все же предлагаем отказаться. А ты точно танкист? Наши основные тезисы против. Вода в ТО только в нашем сценарии, и танки онлайн не тонут. Чуешь? Чуешь, как я тебя шашлычу? Чуешь? Ну и напоследок, жми и удерживай F, чтобы нагнуть противника и бросить ему гранат в трусы. Я нагибаю, противник не нагибает, он получает гранату в трусы.
А я молодец. На ваших танках вы увидите гранаты. Кидайте их в противников, нажимая или удерживая клавишу F. Пока уровень контента в официальных каналах ТО дополз до уровня шуток про длину пушек, мы подготовили еще одну. Ставь лилипута, если в видеоблоге с Немирской держит твой магнум под прямым углом. Танкисты, хочу сказать спасибо. Танки на Android и новая графика. Проблемный и лагающий флеш заменили на современный HTML5. Проблемы и лаги теперь современные. Проблема. И в HD. Мы ее решили. Действительно была очень большая проблема. Как только вышло обновление, у нас и скидки, и новые миссии, и все на свете. Больше такого повторяться не будет, потому что мы разобрались, в чем была проблема. Разработка абсолютно новой старой графики с использованием уникальных проприетарных технологий идет полным ходом. Все основные идеи вооружения были заложены в них еще в 2012 году, и то, чем мы сейчас при создании HD-скинов занимаемся, это просто развитие старых идей. Нам удалось из тыла проникнуть в девственный код абсолютно новой, еще даже не анонсированной картой Rio Remaster. Делимся пикантными кадрами только с вами. Пока задачи по оптимизации клиента и фиксы уже являющихся лором игры багов пылятся на самых дальних полках бэклога, практически со сцены Кодзима Гений анонсирует нам ритрейсинг в танках онлайн. Отблески на металлических деталях скинов или зеркальные поверхности, да что уж, рейтрейсинг, все это есть в отложенных планах. Сперва нам нужно завершить текущий ремастер и зафиксировать новую стилистику игры. Тесные связи в высших IT-кругах позволили Семену договориться о превентивной поддержке в видеокартах RTX и даже на устройствах Apple. Осталось дождаться танков на iOS. Позавидуем настолько дальновидному взгляду разработчика из глубинки. Ставь DLSS под видео, если трассировка лучей — это именно то, чего тебе не хватает в танках. Наверное, новая графика неизбежна. Быстрый дайджест новостей мобильных танков. Теперь можно создавать про-битвы. В одном из следующих обновлений позволят в них участвовать. Новый, переработанный интерфейс магазина во время 5-минутного ожидания быстрого боя. Ставь Мао Цзэдуна под видео, если помнишь, как танки онлайн запускали в Китае и не ожидал, что танки станут китайскими. It's all from me, double digit. Пермская стабильность. Помните легендарную фразу «Лаги – часть игры», ставшую основным постулатом проекта? Забудьте, теперь игра – часть лагов. И это заповедь. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Российская компания Альтернатива решила перебдеть и превентивно переместила свои сервера поближе к родным краям. Пыточная. Новым пристанищем танковых серверов стал старый роутер из молодости легендарного и ужасного Ореха. Привет, я Орех. Ставь плейбой под видео, если тоже заметил, как похорошел Орех при Собянине. Однако, ирландские хакеры прошли курсы от Skyrus, и теперь, любуясь красотой пермских шпилей, не дают продохнуть команде системных администраторов и на родине проекта. Похоже на DDoS-атаку. Не может быть, у нас закрытая сетка. Танки онлайн имеют постоянно действующую защиту от атак. Она сложнее, чем в других проектах из-за особенностей сетевого взаимодействия браузерного клиента с игроком. Точечные DDoS-атаки переросли в полномасштабное пенетрирование танков онлайн. Сеть работает именно так, как мы и хотели. Очень важным шагом стало добавление поддержки нашей текущей защиты от DDoS-атак. Чем наша сеть прекрасна, ровно тем же она и опасна. Это фича, а не баг. Посты с извинением выходят по расписанию, и чаще всего сразу после анонса очередного ультра-викенда. Мы благодарим вас всех за ваше терпение и стальные нервы. По всем канонам танковых помощников, в случае возникновения проблем с доступом Joy Casino, мы рекомендуем вам почистить кэш, переустановить винду, сменить провайдера и смириться. Хочешь, чтобы я сказал это вслух? Ладно. Мы породили чудовище. И еще кое-что. Альтернативный искусственный интеллект. Разработчики объявили, что начали использовать ботов в ТО.
Танкоботы перестали стабильно двигаться по карте, иногда просто застывая на месте. Я испугался. Роботы не чувствуют страха. Они ничего не чувствуют. Такие боты явно не научат только что пришедших танкистов никаким стратегиям и механикам. Ты всего лишь машина. Только имитация жизни. Мы вернем ботам их искусственный разум, починив все неисправности. А вот таким был трейлер танков раньше. Простое управление, только реальные игроки. На самом деле, искусственный интеллект в игре уже давно. Ведь на вопрос, что за танки эти люди на приварках в игре с основным управлением мышкой, просто нет другого ответа. Возможно, если после кнопки «В бой» ввести капчу, то часть ботов просто застрянет на выборе светофоров и велосипедов. Здорово, катаны! Как говорится, long time no see. Кстати, ставь тачпад, если тоже играешь в танки, сидя на джойстике. У нас в киберспорте есть официальный паблик, и он освещается раз в 2 недели. Что я предлагаю? Вы готовы, дети? Вот серьезно, я сейчас вот предлагаю. Я не слышу! У нас есть Максе. Мы можем взять из всех групп и сделать это офигенно. Киберспорт говно, киберспорт говно, киберспорт говно, киберспорт. Вишенка на торте шоу Eternity. Новости киберспорта. Киберспорт говно, киберспорт говно, киберспорт говно, киберспорт говно, киберспорт говно. Что? Не ожидали? С вами был Марсель, всем пока. Да-да, не удивляйтесь. Огромнейшим плюсом нового сезона стала возможность побороться не только за 96 тысяч танкоинов, 88 миллионов кристаллов и 4375 контейнеров, но и за крупный денежный выигрыш. Немногочисленным оставшимся игрокам позволили вновь побороться за денежные призы, в этот раз в виде крошек с барского стола нового МММ. Простите, танка фонда. Кто пойдет на эту срань? Правила очень простые. Задонать сам и приведи друга. Главный приз – это миллионы современной неконвертируемой крипты танкоины. И в качестве утешительного приза общий призовой фонд 380 тысяч рублей. Мы не рискнули переводить в более востребованные валюты, но ориентировочно вы можете просто убрать нули. Что насчет команды? Мне прям самому грустно стало. В это сложно поверить, но Eternity больше нет. Господи, неужели видео пора снимать? Да, вот так просто. Как будто ваша самая любимая бабушка, которая пекла такие вкусные, теплые на ощупь, очень нежные внутри блинчики, просто ушла за хлебом и не вернулась. Но зато никуда не уходили Team Pointers. Мы переместились в прошлое на танке времени, поставили перед банкой 2 стула и предложили выбор: уход на пике или сегодняшняя реальность. Вот что он ответил. Тяжеленький вопросик. Не знаю даже, как бы ответить правильно. К нашему удивлению, банка не знал решения известной головоломки. Возможно, поэтому Team Pointers остается побежденными. Много раз побежденными. Я не понимаю, почему мы проиграли. Я сделал все, чтобы мы победили. А ведь делается это очень тонко. Очень тонко. Мы решили в порядке приоритетности и уважаемости расставить зафиксированную прибыль командой Team P и банкой в частности. Миллионы кристаллов и танкоинов. Возможность выбить уникальные скины из ультраконтейнеров. Ну и, конечно, утешительный приз в виде сотен тысяч рублей. Вот вы чувствуете тонкость этого? А также десятки тысяч преданных сторонников частной танковой компании под кодовым названием Империя Team Pointers. И всем привет, ребят, с мистер Вайк, я записываю новый ролик, все еще видеоролик посвящен... Я вам скажу страшную вещь. У меня вызывает уважение этот мальчик. Может, вы теперь пососете десны на камеру? Также отметим поразительный отрицательный рост растительности в районе центра принятия решений бессменного главы команды точеров последних лет.
Ванька, оправдывайся. Раз в сезон половина состава команды чемпиона обновляется из-за продажи аккаунтов и отстранений, а через полгода все повторяется вновь. Однако даже это не помогает Team Pointers хоть раз победить. Если начинать разбираться в нынешнем состоянии и уровне киберспорта, то лучше даже не начинать, иначе может оказаться, что играть за краски было лучше. Тикетов в осенний период особенно много, но нам все же удалось вырвать нынешнего администратора киберспорта на небольшое интервью. Кто такой Влад? Да, чувак со стримтова какой-то левый. Согласен. Пидор какой-то. Вообще-то в топ-3 как бы модся. Как бы да, заслуженно, да. Расскажи о нагрузке у команды. Есть ли у вас собственный рекорд по количеству тикетов? В среднем каждые сутки мы обрабатываем 1100 обращений пользователей. Однако бывают дни, когда приходит намного больше писем. Рекорд составляет 3000 обращений за сутки. Не секрет, что большая часть сотрудников ЦУК покинули свой пост. Как это повлияло на оставшихся сотрудников? Те, кто остался здоров, работали свои выходные, причем добровольно. Зачастую бессмысленная монотонная работа сводит с ума. Присутствует ли схожая обстановка в команде или попадается что-нибудь интересное? Случаются в нашей работе и забавные случаи. Например, однажды нам написала женщина, которой не понравилось, что ее муж уделяет ей слишком мало времени. Часто играет в танки. Тут, конечно, помочь мы ничем не можем. Если интервью вам показалось скучным, вам не показалось. В нынешнем киберспорте разбор тикетов и анонсы следующих этапов – главная и единственная компетенция администратора. Это грустно или весело? Это печально. Стоит отдать должное альтернативе. Они не стали доверять посредственному хоррорельщику большей функций, чем записной книжке. Возможно, более подходящей ролью для народного хоррорельщика был синтезатор речи сообщений в чате. Давай, отвечай, Максим. Нравится ли тебе новая система? Наверное, именно на трансляциях любимого стримера детства он поймал звездочку с неба, посчитав ее навыки просмотра стримов достаточными для судейской коллегии. Ответь, Максе, ответь. А на что... Ты ко мне так же относишься, как к АУЕ? Впрочем, кому, если не нашим детям, быть ответственными за дела их отцов-основателей? Под его четким контролем инволюция настигла и киберспортивное сообщество. Горячие споры о главном, контент о киберспорте и троллинг сложнее азбуки. Все это в прошлом. Теперь здесь первичный бульон с полипептидами, нуклеотидами и прочими аминокислотами. Очень интересно как явление, но очень примитивно как процесс. К сожалению, от киберспорта осталось только название. Некогда ламповый, пусть и небольшой, но живой проект скоропостижно скончался и разложился на токсичную по своей сути бессмыслицу. Мертворожденный сайт, идея которого была развитие киберспорта, стал самым последним местом, где возможно узнать информацию о проходящих турнирах и интересные материалы о них. Это все под соусом такого же кривого интерфейса, как и в первый день релиза. Видите? Музыка, культура живет даже сейчас. Она жива. Полный хаос и отсутствие каких-либо дискуссий. Состав судейской коллегии можно с легкостью перепутать с киберспортивной сборной по дисциплине Sims 4. Я работаю на отъебись, как и все здесь. Кстати, за подобные комментарии в Discord-канале сразу предусмотрен бан. Сегодня негоже никоим образом комментировать работу модераторов и администрации. А почему? Даже завсегдатаи проекта, которые, казалось бы, должны помнить разные периоды и имеют возможность сравнить, просто смиренно едят, что дают. А именно поэтому. На этой грустной ноте и со слезами на глазах мы вынуждены констатировать кончину киберспортивного комьюнити в нашем проекте. Время смерти 2023. Причина – интоксикационное самоуничтожение. Господи, за что? Это конец. И наш сегодняшний выпуск был таков. Ставь Eternity под видео, если ждешь следующий выпуск в 2026 году. Вскрытие и детальный разбор внутренностей танков онлайн для вас проводил творческий коллектив Eternity. Бон аппетит!
Показ видео на ваших экранах разрешен и одобрен Министерством пространства и времени. Это необычайно сложно. У них есть доступ к бесконечности времени и пространства, но они не связаны ими, как мы. Посчитать количество отсылок и оставить свои вопросы без наших ответов вы можете в комментариях под видео. Но мы это вырежем. Нет. Ссылки на другие наши проекты и реквизиты в описании. Ну, вот и все. И действительно. Все. Вот так-то.